Так, еще я решила кое-какие внести изменения по полочке. Это у меня полочка. Значит, смотрите, вот у меня есть выточка. Ниже талии у меня идет выточка, как продолжение. Я хочу от этой выточки уйти. И что мне для этого нужно сделать? Я измеряю свою выточку. У меня получается примерно 2 сантиметра. Значит, мне нужно от бокового среза отложить 2 сантиметра. Вот ставлю метку. Далее я измеряю длину своей выточки. У меня это 16,5 сантиметров. И вот так по боковому срезу я отмеряю 16,5 сантиметров. Теперь соединяю 2 эти точки прямой линией. У меня практически не меняется линия бока. То есть, конечно же, она меняется, она уходит немного в сторону. Вот здесь более плавная получается, но при этом никакой деформации этой линии нет, этого среза. Поэтому я сейчас ухожу от этой выточки, переношу ее сюда и срезаю по линии бока. Просто срезаю лишнее. То же самое я проделаю и со второй полочкой. Вот и все. Итак, я обработала по внешнему срезу обтачку. Также по внешнему срезу обработала подборта. И я решила обработать полностью срез выточки рукава. Полностью. Значит, смотрите, сейчас я проговорю и обязательно покажу наглядно, как я буду это делать. Начинаю обрабатывать срез от нижнего среза рукава. Далее не дохожу примерно 2 сантиметра до вот этого уголочка. Делаю вот такую складочку. Складочка должна быть точно до уголочка. Делаю складочку, чтобы вот этот срез у меня был под прямым углом. Далее делаю еще одну складочку. Выравниваю все аккуратненько. И вот таким образом я строчу дальше, обрабатываю второй срез. То есть продолжаю обрабатывать вот этот срез. Таким образом у меня получится вот такая обработка. Это, конечно же, все заутюжится. Все будет хорошо, красиво лежать. Это у меня с внешней стороны, вот это у меня с внутренней стороны, то есть вот здесь у меня будет продолжаться выточка. Значит, вот здесь я буду еще сшивать. Мне уже можно не бояться, здесь у меня все будет обработано. Буду сшивать до метки. Она у меня уже немножко стерлась, но я думаю, что видно, вот она метка. Буду сшивать до метки, здесь делать буду закрепку, а дальше у меня будет вот так все в разутюжку. И это уже будет в застежку, да, идти продолжение. В общем, сейчас покажу, как обрабатывать вот этот вырез на оверлоке. Итак, начинаю. Вот это у меня нижний срез. Начинаю с нижнего среза обрабатывать свой разрезик. Смотрите, не дохожу примерно 2-3 сантиметра до вершины разрезика, до края разрезика. Вот так делаю складочку. Стараюсь все выровнять аккуратненько. Делаю складочку, чтобы у меня разрез получился под прямым углом. Дальше делаю еще одну складочку, чтобы у меня максимально раскрылся разрез. Вот так. И продолжаю строчить. И у меня получилась вот такая обработка. Нигде ничего не заживало, никаких складочек, ничего не образовалось. То есть все красиво и аккуратненько, ровненько, гладенько все прошло. Сейчас мы это все разутюживаем или отутюживаем. И будем работать дальше. Вот такая у меня получилась обработка выточки по рукаву. Это у меня рукавчик. Значит, смотрите, вот она у меня вершина выточки. Так, выделим. Здесь у меня будет сшиваться выточка. Далее она у меня будет идти прям по оверлочной строчке.
И здесь у меня уже стерлись немножко меточки. Вот до этой меточки мы с вами будем сшивать выточку. Я сейчас скалываю булавочками. Мы также обязательно просматриваем, чтобы и с этой, и с той стороны булавочки шли именно по линии. Так. Вот так это будет выглядеть. Делаем то же самое на втором рукавчике. На вершине выточки обязательно делаем закрепку. Здесь, где у нас меточки, до метки вот этой мы будем с вами зашивать, тоже делаем закрепку обязательно. Теперь, что касается полочки. Я решила выточку по полочке, вот эта, которая у нас идет от груди до талии, я ее решила также обработать, как и на рукаве. То есть я сейчас вот так разворачиваю, делаю вот так здесь 2 складочки, разворачиваю и обрабатываю этот срез до вот этого момента, то есть до линии талии. То же самое делаю на второй полочке. Далее опять же прорисовываю выточку и сшиваю до вот этого места. То есть вот так у нас будет сшиваться выточка до конца, до линии талии. Итак, я начинаю от линии талии. Вот здесь у меня небольшой подрез, и как раз от него я и начинаю. Лапка у меня приподнята. Я подкладываю вот этим разрезом прям там, где, то есть туда, где у меня идут иголочки. И опускаю иголочку. С этого момента я и начну строчить, обрабатывать свою выточку. Итак, смотрим, что у меня получилось с нагрудной выточкой. Вот она у меня нагрудная выточка. Вот она у меня меточка, вот вершина. И я от вершины вот так строчу. Точно так же, как и по рукаву. Вот так от вершины и до линии талии. Здесь я строчу до конца. Все, застрачиваю выточку по полочке. Вторую выточку застрачиваю по полочке. Вот она у меня отмечена. И далее нам нужно будет застрочить все оставшиеся выточки. То есть это талиевые выточки по спинке, это плечевые выточки по спинке. Ну и в принципе у нас больше выточек нигде и нет. Как застрачивать выточки по спинке, я думаю, что мы уже все знаем. Здесь ничего сложного. Главное, чтобы совпадали линии раствора выточки. Сейчас застрачиваем выточки и работаем дальше. Итак, выточки я все сшила и отгладила. Вот так у меня выточка выглядит на полочке. Вот так выточка выглядит на рукавчике. И сейчас покажу спинку. И спинка. Выточки по спинке. Вот они у меня выточки плечевые и талиевые. И теперь нам нужно сшить плечевые и боковые швы. Прежде чем мы с вами
будем делать кармашек по переду, мы должны с вами сшить боковые срезы, плечевые боковые срезы. Но предварительно можем сделать кармашки нагрудные. Можем, но я почему-то... Так, вот у меня кармашек, вот у меня клапан. Клапан еще не доделан, кармашек только сметан. Я вот думаю, нужен ли мне здесь кармашек. Итак, я надела на манекен полочку, пока одну половинку, просто чтобы посмотреть, нужен ли мне здесь кармашек. Мне почему-то кажется, что здесь кармашек будет лишний. Я пока клапан не трогаю, но вот кармашек приложу вот так. Мне кажется, что просто, ну, мне не нравится. В общем, я сейчас пока кармашки не пришиваю, даже не наметываю. В крайнем случае я смогу их сшить уже после того, как у меня изделие будет сделано. Когда мы уже наденем окончательно платье-рубашку на модельку, ну и тогда уже посмотрим, нужен ли здесь кармашек или нет. Я пока его не выбрасываю, пока я его откладываю в сторону. Итак, я спинку кладу вот так, лицом вверх. Сверху накладываю полочки, пройму к пройме. И сшиваю плечевые срезы. Заморачиваться здесь я не буду. Строчу на оверлоке, тем самым закрываю срез. И делаю закрепочную строчку, таким образом, чтобы у меня сам шов получился в результате 1 сантиметр. Готово. Плечевые швы сразу заутюживаем на сторону полочки. Теперь переходим к боковому срезу. Я сейчас разложу вот так. Спинка, сверху кладем полочку, вот он у меня боковой срез. Теперь вспоминаем, когда мы с вами краили детали из ткани, мы с вами вот здесь, вот к этому срезу не прибавляли припуск на шов, а вот к этому срезу прибавили припуск на шов. Вот это, наверное, моя первая ошибка в этом платье. Его нужно срезать. Вот этот 1 сантиметр, именно вот с этой части нужно срезать. Я вот так беру, то есть он здесь будет лишний, он будет мешать нам для такого кармашка. Так, прорисовываю линию и отрезаю. Точно так же я буду делать на второй полочке. Вот этот ровно 1 сантиметр, который я давала на припуск, я его просто срезаю. Теперь от подмышки вот так соединяю боковые срезы, начинаю вот эту верхнюю деталь до линии талии. Дальше вот эту нижнюю деталь от линии талии вниз я прикладываю вот так, прям стык в стык вот с этой верхней деталью. Прям в стык. Ни в коем случае не наложение здесь, а стык. И до конца, до низа мы с вами скалываем, так, ниточки лишние, скалываем полностью боковой срез. Тогда он у нас здесь сойдется. Сшивать боковой срез я буду так же, как и плечевой, то есть это оверлок, прямая строчка, как стабилизирующая. И чтобы в результате у меня получился шов шириной 1 сантиметр. Итак, сшили боковые швы и заутюжили в этот раз на сторону спинки, чтобы вот здесь у нас было свободно, чтобы не было никаких утолщений. Далее переходим к рукавчику. И закончим уже с боковыми срезами. То есть сейчас мы с вами сошьем боковые срезы рукава. Обратите внимание, у нас остается метка центр рукава, остается метка передняя половинка рукава, и у нас с вами неровные боковые срезы, которая на передней половинке, она у нас немного вогнутая, а которая по спинке идет линия, то есть срез, она более изогнутая во внешнюю сторону. И вот этот срез, изогнутый во внешнюю сторону, он немного больше. У кого-то на пол сантиметра, у кого-то на сантиметр, у кого-то, возможно, на 1,5. Нам этот сантиметр необходимо
распределить поровну. Поэтому я сейчас скалываю нижний срез, скалываю по подмышке, вот так выравниваю. И вот она у меня разница. Эту разницу мне нужно распределить. Я нахожу центр. Тут, в принципе, совсем немного. Оно потом сутюжится, все ляжет красиво и аккуратно. Просто таким образом у нас будет красивая линия рукава. Практически пиджачная. Боковой срез рукава мы с вами заутюживаем на сторону полочки, чтобы у нас в районе подмышки швы смотрели в разные стороны.